Методику расчета утиль-сбора вновь поменяют и привяжут к мощности. Это приведет к новому подорожанию машин на 10-20% и сокращению модельного ряда. Объясню почему. Но сразу прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Методику расчета утилизационного сбора на автомобили снова скорректируют. В ответ на просьбу Объединения автопроизводителей России Минпромторг решил ввести прогрессивную шкалу. Соответствующее постановление правительства подготовлено министерством. Предполагается, что льготная ставка сбора для физлиц продолжит действовать только на автомобили мощностью менее 160 лошадиных сил. Утиль-сбор на более мощные машины станет выше. Сейчас для легковых автомобилей установлены коэффициенты расчета суммы утилизационного сбора в зависимости от объема двигателя и года выпуска, но спрос постепенно перераспределяется в пользу высокомощных транспортных средств с небольшим объемом ДВС. К таковым относятся в частности гибриды. Согласно предполагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Еще в начале июля этого года глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о возможности пересмотра методики расчета утилизационного сбора. По словам чиновника, повышение ставки должно распространиться на некоторые автомобили, возимые гражданами для личного пользования. Доложили председателю правительства о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые возятся физическими лицами в определенных сегментах, то есть 160 лошадей и выше. Мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор, сказал он. Пока физические лица, ввозящие автомобили для личных нужд, с соблюдением налогового и таможенного законодательства уплачивают утилизационный сбор по льготной ставке 3400 рублей за новые машины возрастом до 3 лет и 5200 рублей за автомобили с пробегом старше 3 лет. Коммерческая ставка для компаний сотни тысяч рублей. К примеру, за автомобиль возрастом до 3 лет с двигателем объемом от 1 до 2 литров ставка утиль-сбора составляет 667 400 рублей, а с мотором от 2 до 3 литров 1 875 400 рублей. Намерение повысить утилизационный сбор в Минпромторге объяснили финансовой выгодой для государства. По подсчетам министерства это позволит дополнительно выручить 40-60 миллиардов рублей в год. Деньги обещают направить на дофинансирование программ поддержки спроса на авторынке. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет Автоазия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. Автоазия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в Автоазию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Ранее президент России Владимир Путин назвал утилизационный сбор мерой поддержки отечественных автопроизводителей. По его словам, сбор не нарушает международных требований, в том числе ВТО. Инструменты поддержки могут быть совершенно цивилизованные и даже норм ВТО нарушать не будут.
конкретизировал президент. Ставки утилизационного сбора индексируются ежегодно. Даже без пересмотра действующей методики к 2030 году они достигнут пиковых значений. Если сейчас за автомобиль популярной категории с мотором объемом 1-2 литра приходится платить 667 400 рублей, то к 2030 году ставка увеличится до 1 миллиона 172 400 рублей. Следствием выступления Алиханова стал резкий всплеск продаж новых автомобилей по сравнению с прошлым месяцем. По подсчетам Автостата было реализовано 120 650 машин, на 34% больше, чем месяцем ранее. Все активнее россияне покупают и относительно свежие машины из Японии, которые поступают в страну через Дальний Восток. Причем часто речь идет именно о леворульных машинах. Суммарно по подсчетам Автостата в этом году было ввезено 110 767 леворульных иномарок с пробегом, на 33% больше показателя за аналогичный период прошлого года. И судя по всему, спрос на такие машины в преддверии грядущего пересмотра методики утиля будет только расти. Специалисты связывают активность покупателей с опасениями по поводу дальнейшего роста цен на машины. Опрошенные эксперты считают, что после нового пересмотра методики расчета утилизационного сбора ряд автомобилей подорожает, а часть моделей может уйти с рынка. Директор по маркетингу маркетплейса автозапчастей Емекс Иларион Демчиков назвал доведение льготного утиля на ряд категорий транспорта до коммерческого ожидаемым, особенно учитывая, что с 1 августа уже вступили в силу изменения, отменяющие льготы для автомобилей, ранее зарегистрированных в странах ЕАЭС, и вводящие новую формулу расчета сбора. Ведомство уже неоднократно демонстрировало готовность ужесточить условия ввоза импортных авто. Эти меры показывают последовательность государственной политики по поддержке отечественного автопрома, напомнил собеседник. Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина также напомнила, что система расчета утиля уже предусматривает использование базовой ставки утильсбора в сочетании с корректирующим коэффициентом. Величина этого показателя определяется двумя параметрами – объемом двигателя и возрастом авто. Еще одно из ключевых нововведений – прекращение действия льготного режима для автомобилей российского производства, которые находились за пределами страны более года. Ранее существовала практика вывоза таких авто в соседние государства с последующей регистрацией и возвратом через год, что давало возможность значительно снизить таможенные платежи. С августа подобные автомобили будут облагаться утильсбором на общих основаниях с коммерческим импортом, подчеркнула эксперт. Уткина добавила, что после планируемых изменений физические лица, возящие автомобили с мощностью двигателя более 160 лошадиных сил, будут вынуждены платить сотни тысяч рублей, что приведет к росту цен на импортируемые автомобили. В пресс-службе Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» отметили, что предложение Минпромторга распространить коммерческий утильсбор на автомобили с мощностью от 160 лошадиных сил, возимые физическими лицами, направлено на сокращение серого импорта и поддержку отечественного автопроизводителя. По словам Илариона Демчикова, при расчете утилизационного сбора будут также учитывать рыночную стоимость и таможенную цену, что особенно повлияет на дорогие модели с небольшим пробегом. По расчетам РОАТ, в случае анонсированного властями пересмотра утиля, стоимость определенной категории машин вырастет на сотни тысяч рублей. Если ставки утиля для физических лиц будут приведены к коммерческому уровню, как это произошло с повышением в прошлом году на 70-85%, например, утильсбор на автомобили с объемом двигателя 1-2 литра вырос с 300 тысяч до 550 тысяч, на машины 2-3 литра с 845 тысяч
до 1 миллиона 600 тысяч рублей. Стоимость таких автомобилей может вырасти существенно, подтвердили в пресс-службе ассоциации. И еще одним важным следствием станет сокращение модельного ряда. Некоторые модели, особенно премиум сегмента, могут исчезнуть с рынка, а спрос на автомобили с пробегом может возрасти. Для дилерского сообщества это означает перераспределение продаж и возможное изменение структуры товарного профиля. Ассоциация РУАТ продолжает следить за ситуацией, прокомментировали в РУАТ. Подтвердил эти опасения и эксперт Демчиков. После введения коммерческих ставок цены на импортные модели могут вырасти на 10-20%. Например, растаможка новой Audi A4 с двигателем 190 лошадиных сил подорожает на 600-800 тысяч рублей только по утилизационному сбору, что увеличит итоговую стоимость для покупателя на 500 тысяч 1 миллион рублей, считает он. Некоторые модели, по словам Демчикова, из продажи рискуют исчезнуть вовсе. К таковым относятся в частности популярные кроссоверы Mercedes-Benz Galae и BMW X5, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento 4-го поколения, внедорожник Hyundai Palisade, минивэн Kia Carnival, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Однако ряд моделей Kia K3, Volkswagen со 150-сильными дизелями и некоторые модели Renault и Nissan с атмосферными моторами сохранят привлекательность. Ожидают эксперты и сокращение ввоза российских автомобилей из стран ЕАЭС. Это станет следствием применения к ним коммерческих ставок. Из-за сокращения поставок ожидается рост цен на внутреннем рынке на фоне снижения предложения. Примечательно, что дополнительные средства, о которых говорил Алиханов, как подчеркнул Демчиков, не являются целевыми и могут быть направлены государством на любые нужды. Слов, конечно, нет. Сделайте порог 200 сил. Это получается много хороших японских авто подпадает под коммерческие, такие как Civic, Levorg и так далее. К чему цены так разгонять на авто? У нас страна большая, здесь автомобили нужны на такие расстояния. У нас многие районы в крае по размеру могут быть как страна в Европе. Общественный транспорт развит плохо. Климат, дороги, химия на дорогах делают автомобили как бы расходником. Прошу и вас высказаться про утиль-сбор в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. В общем, украл то ли Кощей Бессмертный, то ли Змей Горыныч то ли Елену Премудрую, то ли Василису Прекрасную, и поехал ее спасать Иван, то ли дурак, то ли царевич. Ладно, пап, иди спать, завтра трезвый расскажешь. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.